Всем здравствуйте! И вы на канале у хуторянки Татьяны, где она занимается своим любимым делом плетением. Ну, те, кто уже со мной давно, все знают, что я собралась плести сумочку, такой клатчик, на пластиковой основе. И в прошлых двух видео мы крутили вот такие очень тоненькие трубочки и красили их пищевым красителем. Те, кто это еще не смотрел, я обязательно оставлю вам подсказочки и ссылочки в описании, где можно посмотреть. Сегодня я покажу, как я их буду обрабатывать. Вот, смотрите. Это уже обработанные трубочки. Это не обработанные. Я не знаю, будет видно, не будет. Но телефон мой на издохе, поэтому ждем зарплату с Ютуба, купим телефон. Но вот эти, они ярче, они уже блестят, они красивые. Эти еще бледненькие и шероховастые. Сейчас мы будем их обрабатывать. Чем я их обрабатываю? Сейчас я вам все расскажу и покажу. А вот на своем втором канале я выложила видео про бумагу. Какую бумагу я для себя открыла для плетения. И ссылочка на канал тоже есть в описании. Обязательно посетите, подпишитесь, потому что никто не знает, даже я, какое видео, когда на каком канале выйдет. Поэтому я вам советую быть подписанным на два канала. Но извините, рекламу самой себе надо было сделать. Так, нам, значит, понадобится только акриловый лак и кисточка. Я сейчас пользуюсь вот таким лаком. До этого я пользовалась лакрой, но почему-то решила взять этот и уже даже не прогадала, мне очень понравился. Он густой, хороший. Итак, я вот немножечко попробовала, все равно пищевой краситель остается на щетке. Поэтому я отлила лака. Сейчас мы оденем перчатки. Где моя вторая перчатка? На месте. И что мы сейчас будем делать? Сейчас все я вам расскажу. Берем трубочки. Я, наверное, вот на два приема их разделю. И просто начинаем покрывать лаком. Но вот не спешите выключаться, потому что вот вы потом пропустите самое интересное, а потом мне начинают в комментариях: вот, а чё, а как, а где. Вы смотрите, пожалуйста, до конца, и вы все поймете. Для чего вам делают очень подробное видео? Чтобы вы смотрели. Я же сказала в прошлом видео, я решила сделать вот именно из этой сумки прямо сериал. И вы увидите все мои телодвижения. Чего и как я делаю. Я вам это обещала, я делаю. Тоненьким слоем, не особо жирно. Не бойтесь растирать, ничего страшного. Теперь я их переворачиваю с другой стороны и обрабатываю с другой стороны концы. Поэтому я сказала, буду делать целый сериал, чтобы вы поняли вообще всю обработку. Я для всех изделий, для всех вещей трубочки обрабатываю только так. Этот способ я открыла где-то год назад. И мне это очень нравится. Другими способами я не пользуюсь. Конечно, если лак был бы прямо сильно густой, да, и плохо растирался, естественно, я бы разбавила совсем капельку его водой. Но так как он вполне себе нормальный, я этого делать не буду. Очень хорошо растираю, не боясь ничего попортить, ни бумагу, ничего. Ничего не надо бояться. Не, ну, конечно, прям без фанатизма. Главное, чтобы щетка была мягкая. Вот так я их сейчас разложу, чтобы они немножко подсыхали. Но пока я следующие буду покрывать лаком, эти буду немножечко двигать, чтобы они не слиплись между собой.
Потом мы еще кое-что сделаем. Но пока я покрою вот это все количество лаком. Прошло буквально минуты 3. Я покрыла нужное количество мне лаком. И сложила вот такой этот. Я не сказала самого главного. Трубочки немножко влажные. Они почти сухие. Потому что для плетения вот по пластиковой основе трубочки должны быть почти сухими. Они не должны быть прям уж совершенно влажными. Они у меня почти сухие, и я их покрываю лаком. Вот тереблю немножечко туда-сюда. Можно это сделать прямо на пакете, не обязательно в лотке. Ну почему в лотке? Потому что сейчас вот, что я буду делать дальше, они тогда не будут разбегаться. Вот видите, я их уже беру без перчаток. Нам обязательно, вот как-то мне писали, что обязательно ли феном? Обязательно, иначе они станут деревянными. А сейчас я беру фен. У меня уже это специально для трубочек, повидавшие виды. Ставлю на самый горячий воздух и начинаю сушить. Сейчас, извините, будет немножко шумновато. Смотрите, что с ними происходит. Они сейчас горячие, но они в то же время они сохнут. Это делать обязательно. Вот я давно уже, я же говорю, год назад еще нашла такой способ. И других способов я сейчас не признаю. Тут надо все делать быстро, ничего не боясь испортить. Теперь я делаю такую манипуляцию. Я их стужу как бы. Можно холодным воздухом подуть, но что-то он не особо холодный дует. Я обязательно вот это делаю. Я их стужу, переворачиваю и опять стужу. Иначе, если я их сейчас засуну в пакет, они слипнутся. Их надо остудить, чтобы они остались, чтобы они были холодными, чтобы они охладились. Прям совсем. Еще немножко подсушу. Поставлю не очень горячий воздух. Сейчас я вам покажу, какая она должна стать. Сейчас включим холодный. Сейчас я дую холодным воздухом. От нагрева лак начинает липнуть. Когда он высохнет, его надо остудить. Ну вот, они уже не липнут друг к другу. Можно вот так сделать, остудить, но нужно остужать. Это обязательный процесс. Сейчас они остынут, я покажу, что дальше сделаем. Вот они готовы. Как проверить готовность? Я всегда делаю так. Я беру пучок и начинаю стучать. Слышите, характерный такой звук. Я не знаю, как объяснить, на что он похож. Все, они готовы. Сейчас я вам покажу, что у меня получилось. Вот смотрите. Я ее сминаю, потому что при плетении я ее буду сминать. Она отлично себя ведет. Прямо так, не боясь. Она получается как кожаный шнурок. Руки она не красит.
Это вот у меня пальцы до этого были испачканы. Смотрите. Вот. Видите, что делается? Это просто кожаный шнурок получился. Это отличная трубочка, которую можно... Ну вот смотрите, что я буду делать. Вот она как будет ложиться. Это ж не трубочка, а загляденье, а. Это ж ей вышивать одно удовольствие. Вот так пока. Это вообще... Вот такая красота получается. Вот таким образом я обрабатываю все свои трубочки всегда. Теперь, что я сделаю с ними сейчас? У меня есть стрейч-пленка. Где конец тут? Ёлы-моталы. Вот он. Так, трубочки у меня короткие, так что мне придется ее немножечко смять. Как бы вам так показать, чтобы вам было видно. Видно, да? Я их ровненько складываю. Ложу на пленку и начинаю просто обматывать их. Но сильно, прям уж совсем не стягиваю. Совсем без фанатизма. Совершенно прямо. Но кончики я оставляю сухими. С обоих, открытыми, вернее, не сухими. С обоих сторон. Еще раз говорю, для особо умных граждан. Ребята, я показываю то, что делаю я, и свой результат. Кто-то это расценит как мастер-класс, кто-то какую-то подсказку, а кто-то, как всегда, начнет меня хаять. Поэтому не нравится, не смотрите. Вот таким образом я ее свернула. Вот я их беру, трогаю. Они шелестят там внутри, чтобы они... Между ними было пространство, чтобы они не были особо стянуты. И вот с обоих сторон у меня кончики открыты. С этой стороны и с этой. Все. И в таком виде они у меня отправляются в холодильник. Ну, в моем случае на сутки. Потому что плету я только по вечерам, когда все мои ложатся спать. Ну, а так, в принципе, часа 3-4 хватает лёжки в холодильнике. И ими можно начинать работать. И в таком виде я их могу хранить. Ну, вот недели 3-4 они у меня точно лежали, около месяца, потому что дольше не держала, уходили. А вот 2-3 недели аж бегом. Ой, сейчас у меня есть трубочки, я вам покажу. Они лежат у меня уже больше месяца, я и забыла о них. Сейчас я возьму их, покажу. Вот у меня тут залежи в холодильнике. Это вот те трубочки, которыми я плела шляпу корневым плетением, которое есть у меня на канале. Вот сейчас мы посмотрим, что с ними. Нет, они такие же, так и остаются. Они, знаете, они не заплесневели, ничего. Вот они лежат у меня уже больше месяца, ребята. Вот вам и способ. Вот вам, пожалуйста. Видите, как была она пластичная, гибкая, так она ей осталась. Вот вам лайфхак такой. Больше месяца лежат, и ничего с ними не случилось. Но уже они у меня в пакете просто. И совсем прям замотаны и валяются. Естественно, я их, наверное, уже вытащу. Сложу в свой долгий ящик. Там я собираю всякие такие. Я буду плести эту корзину для белья. И я думаю, что вот эти всякие остатки у меня уйдут на стойки потом. На всякие разные. Ну, короче, на сегодня вроде все.
В следующем видео уже будем плести. Уже будем плести сумку. Красивую сумку. Уже руки чешутся. Но днем мне дочь не дает. Кстати, мою дочь вы тоже можете посмотреть на моем втором канале. Все, всем пока. Жду от вас комментарий обязательно. Лайк обязательно жду. Ну и увидимся снова. Пока.